Здравствуйте, поговорим про программу Видеоартефакт. Предположим, что у меня есть видеозапись, в которой я записал вот такой вот катер. Я хочу его использовать в своих видеопроектах. Мы скачиваем программу Видеоартефакт по следующему адресу: videoartifact.com и download. Можно зайти прям вверх программы, здесь будет download. Дальше скачиваем обязательно вот эти два файла. Скачиваем и скачиваем. Вот пошло скачивание. Готово. Вот эти наши два файла. Мы запускаем установщик. Ставим в место по умолчанию. Вот программа устанавливается. Готово. Теперь нужно нам распаковать этот архив. Распаковываем. И копируем содержимое в папку нашего проекта. Теперь нам нужно этот файл поместить сюда. Но программа не работает с файлами МТС. Нам нужно переконвертировать его в понимающий формат. Вот какие форматы понимает эта программа. Так, где это было? Вот они. Нам это подойдет. Запускаем, к примеру, программу DaVinci Resolve. В ней мы производим монтаж, и заодно сконвертируем нужный нам файл. Заходим в нашу папочку проекта. Здесь. Так, добиваемся, чтобы оно все было в проекте. Теперь вырезаем все лишнее. Оно нам не нужно. Так, вот где-то вот с этого момента у нас в кадре появляется видео. Так, вырезаем этот кусочек, он нам не нужен. И находим фрагмент, когда лодка выходит из кадра. Предположим, пускай так. Вырезаем этот фрагмент. Это нам не нужно. Все. Теперь нам нужно обработать данный кусочек и чуть-чуть улучшить качество. Заходим в Delivery, выбираем место, куда мы это все сохраняем. Опять же в наш проект. eBoot. Так, имя файла custom name пишем bot. Так, видеоформат. Выбираем AI, не компрессированное. 8 бит подойдет, потому как файлы у нас 8-битные исходные. Аудио нам в принципе не нужно, ничего, пускай пишет. Так, собственно, экспортируем авишку. Авишка у нас экспортирована, выходим из программы. Так, вот этот самый файлик. Дальше TS файл, поскольку не работает с проекта, удаляем, а сюда добавляем нашу авишку. Проверяем. Вот она, все отлично. Дальше заходим в папочку VA, и здесь есть два файла: edit и out. Запускаем редактор. Открывается редактор. Вот открылось окошко редактирования исходного кода и есть видео окошко. Мы можем перемещаться куда следует. И вот сейчас я вам покажу, почему меня не устраивает это качество. Надеюсь, вам видно, что если я начну перемещать по кадрам, то вот здесь вы видите цифровой шум, очень неприятный шум компрессии. И еще в одном месте, вот здесь вот, если внимательно посмотреть, видны всякие квадратики, видно, как двигаются целые макроблоки, кодека сжатия. Это меня все не устраивает. Для того, чтобы нам это все улучшить, давайте какое-нибудь место, где эти артефакты хорошо видны, выберем, например, здесь. И нам нужно здесь отредактировать, то есть по умолчанию у нас ничего не редактируется. Видеоартефакт написан на языке Avisynth, и мы видим, что мы считываем это видео,
конвертируем в 16 бит. Вот эта конверсия. Дальше изменяем сабсэмплинг на выходной. Выходной у нас стоит 420. Давайте для качества поставим 444. Хотя это в принципе бесполезно, потому как Basic версия работает в режиме 4.2.0. Ну, сделаем 4.2.2, тогда уж надеюсь, что будет все замечательно таким образом. И смотрим, что у нас идет преобразование в 16 бит, сабсэмплинг теперь у нас преобразуется в 4.2.2. И в конце концов из 16 бит мы переводим на разрешение бита. У нас стоит 16 бит, нас это устраивает, все замечательно. Теперь нам нужно включить шумодав. Вот, для того, чтобы включить здесь шумодав, нужно заменить преобразование битовой глубины с 8 бит до 16 на вот эту вот функцию. То есть мы комментарим эту строчку и включаем шумодав. Этот шумодав как работает? Он преобразует 8 бит в указанные нам 16 бит. Если бы мы эту строчку не комментировали, то у нас было двойное преобразование. То есть сначала в 16 и потом в 16. Изображение было не очень хорошее. Так, мы это все сделали. Теперь нажимаем кнопочки Update или Ctrl-S. Вот вы заметили, что стало чуть поглаже. Какие-то искажения есть, но они не так заметны. Для того, чтобы сделать их гораздо менее заметными, давайте добавим 6 фреймов. По умолчанию стоит 4, мы сделаем 6. И обработку будем ввести блоками не 32 пикселя, а 16. Это гораздо точнее, но в то же время чуть медленнее. Ну, нас это устраивает. Апдейт. Давайте теперь посмотрим, найдем нашу лодочку. Вот она. Так она выглядит. И посмотрим, каково теперь качество будет. Так, как мы видим, шумов стало гораздо меньше. Но для того, чтобы еще лучше улучшить качество, немного добавим шумка. Раз комментарий, фильтр Noise Y. Делаем апдейт. И видим, что чуть-чуть шумок добавился. И те мельчайшие искажения, которые у нас были, уже менее заметны. То есть этот шум маскирует то, что осталось от работы этого шумоподавителя. Шумоподавитель давит не весь шум, очень аккуратно, но в режиме 4.2.0. Дальше. Предположим, что нас все устраивает, все теперь отлично, но можно немного добавить цвета. Здесь есть, собственно, фильтр Saturation. Мы его раскомментарим. По умолчанию никаких изменений нет. Ну вот, стоит единичка, поставим 1,2. Ну, чуть-чуть увеличим. Делаем апдейт. Увидели, не так уж заметно. Попробуем 1,5. Ctrl-S, то же самое, что апдейт, но немножко пересвечено. То есть слишком уж такие ядреные цвета получаются. Ну, выбираем где-то 1,3. Ну вот теперь более-менее. Все, мы это отредактируем, выходим из программы. Теперь нам нужно сделать, собственно, обработку этого видео. Но поскольку мы будем это делать для DaVinci, редактируем файл out.bat. Здесь есть настройки. Нам нужно сменить расширение файла на AVI. И вместо MJPEG сделаем RAW10. То есть, чтобы у нас выход был в формате 10 бит AVI. Отлично. Все остальные установки нас устраивают. Записываем. Выходим и запускаем out. Вот программа начала работать. Вот у нас 16 FPS. Процессор у нас используется на все 100%. Ну, это будет длиться примерно 1 минуту. То есть все достаточно быстро. 10-13 FPS.
Все замечательно. Подождем немножко. Скорость немного упала, но 6 FPS это очень хороший результат для того качества, которое мы выбрали. Программа использует все ядра процессора, так что рекомендую, чтобы у вас был очень стабильный комп. Если вы делаете разгон, делайте его аккуратно, чтобы программа стабильно работала днями и ночами и ничего у вас не глючило. Вот у меня работает на 4 ГГц, все работает отлично. Все. Нам сказали, что все сконвертировалось и где, собственно, результат находится. Вот здесь мы увидели, что в папке нашего преобразования у нас появилась папочка out. И в ней boot.avi. Вот у нас, собственно, файл, который мы получили. Посмотрим, что у нас еще создалось. Тот самый наш проект VSI, который мы редактировали, мы можем в любой момент все переделать. То есть зайти в редактор и поменять какие-то параметры, если нас не устроило. Здесь есть индексный файл LOI. Он создается для того, чтобы быстрее индексировать видео. Ну, собственно, и все. Теперь мы этот файл можем поместить в DaVinci Resolve. Создаем проект. Входим в нашу папочку. Boot. Вот папочка out. Наш файл AVI. Все отлично. Добавляем в проект. И, собственно, можем дальше использовать уже в нужном нам цели. То есть это обработанное, очень качественное видео. Можем делать дальнейший монтаж, обработку и так далее. Всего доброго.